Привет, вратари! С вами интернет-магазин keepershop.ru, и сегодня у нас обзор на новые и очень интересные перчатки. И на этот раз это действительно новые вратарские перчатки от компании Nike, а не какое-нибудь там изменение цвета очередное, новый цветовой пак. А вот, собственно, эти перчатки перед вами. Это новая моделька от компании Nike, которая называется Nike Phantom Elite. Давайте эти перчатки посмотрим крупным планом, а потом подробно обсудим. Поехали! Вот, собственно, коробка с перчатками у меня в руках. Сам эти перчатки до этого внимательно не мерил, только открывал эти перчатки, посмотрел немножко так внешне, выложил фотку в группе. Сейчас также вместе с вами буду эти перчатки открывать и смотреть, что там внутри, буду примерять и делиться с вами своими ощущениями. По традиции начнем с упаковки. Упаковка здесь, можно сказать, классическая для моделей перчаток Nike последних лет. Вот эта вот картонная коробка, немного похожая на обувную, только из более мягкого картона. Никакой особо интересной информации на этой коробке нет. Единственное, что сзади у нас есть шкала, из которой следует, что сцепление у данных перчаток 5 из 5 и прочность у данных перчаток 2 из 5. Ну, хотя бы честно об этом заявлено. В общем и целом, больше ничего нового интересного. Откладываем это дело. Внутри у нас перчатки, упакованные в полиэтилен. Пара бумажечек. Обычная, да, бумажечка найковская с информацией по уходу и так далее. Тоже ничего интересного. Ну и, собственно, сами перчатки. Вот они перед вами. Возьмем правую и будем ее внимательно смотреть. Визуально по качеству эти перчатки выглядят очень-очень симпатично. И первое, что мне бросилось в глаза, это жесткость этих перчаток. На самом деле, когда я видел это на фотографиях, еще не трогая сами перчатки, мне казалось, что они должны быть такими прям мягкими, тканевыми и прям вот, как бы, грубо говоря, идеально обтягивающими по руке и так далее. Но по ощущениям это на самом деле совершенно не так. Этот материал, из которого они сделаны, то ли благодаря тому, что они достаточно часто здесь прострочены, то ли благодаря какой-то пропитке, что ли, даже не знаю, как вам правильно это сказать. Да, такое ощущение, что это материал с какой-то пропиткой. Бэкхенд на самом деле очень плотный, и перчатки эти такие кажутся очень толстыми и на самом деле не особо-то и подвижными. Представлял я их себе совершенно иначе. Весь бэкхенд у этих перчаток полностью выполнен из ткани, она какая-то такая немножечко с пропиткой, что ли, как я вам уже говорил. Сверху нанесен такой вот принт в виде логотипа Nike. Здесь еще есть какие-то такие принты серебристенькие небольшие. По дизайну все выглядит симпатично. Ну, на самом деле говорить, что Nike все обычно делает достаточно качественно, не приходится. В целом у них по качеству производства, прострочки вопросов особенных никогда не возникает. Здесь все тоже выглядит симпатично, но единственная деталь, которая мне вот в глаза бросается, немного, скажем так, режет глаз, это отделка стрэпа по краям. Ну, не знаю, мне кажется, в перчатках, эти перчатки стоят в районе 10 тысяч, наверное, как я понимаю, да, где-то за границей. В России еще не продаются они. Отделка вот краев этого стрэпа, немножко выглядят сомнительной для перчаток такой ценовой категории. Хотя, конечно, скажу очевидную вещь, что для перчаток это не главное, и, как говорится, на скорость это не влияет, но вот в перчатках за такие деньги можно было бы как-то, я даже не знаю, как в такой ситуации делают, обшить какой-то ленточкой, как сделано, например, в перчатках Elite, ну и, собственно, как вот даже здесь сделано, тут можно, да, даже далеко не ходить за примером, вот таким образом, как сделано это вот здесь, соответственно, тоже обшили край ткани, но вот здесь почему-то так не сделали. Мне кажется, смотрелось бы более симпатично. Сейчас выглядит как будто бы немного, чуть-чуть недоделано. Ладонь у этих перчаток выполнена из 4-миллиметрового латекса. С подкладкой однозначно, по ощущениям они очень-очень толстые. Сейчас еще буду примерять. Крой выглядит здесь как классический крой негатив с тканевыми вставками по краям. Вставки, по-моему, нет, материал другой, не такой же, как на бэкхенде. Ткань
ткань с небольшими такими отверстиями, дышащая. Зона между большим и указательным пальцем сделана достаточно грамотно, в принципе ничего нового, все стандартно. Вставка из мягкой эластичной ткани, достаточно глубокая прорезь, шов тоже выполнен качественно, проблемы никакой здесь быть не должно. Давайте перчатки я эти буду примерять. Мерить я буду, какой там размер-то у нас? Мерить я буду размер 9. У меня, как вы знаете, обычно размер 8,5-9, в зависимости от фирмы. Посмотрим, что здесь. Ну вот 9 у этой модели мне прям впритык. То есть однозначно, если у вас какие-то там сомнения, в какую сторону брать, в меньшую или в большую, то есть, например, вы сомневаетесь, что вам взять 8,5 или, например, 9, берите, конечно, 9 однозначно. Можно даже, наверное, на половинку размера своего побольше взять, потому что я сейчас вот пальцами прям конкретно ощущаю, как в кончике пальцев втыкаются швы от Крой Негатив. Это, в принципе, не сюрприз, такое бывает почти во всех перчатках Крой Негатив. И от этого вы вряд ли уйдете, но здесь прям я конкретно это сильно чувствую, и, наверное, бы даже в такой ситуации я предпочел размер 9,5. Надо померить обязательно. Надеюсь, эти перчатки в России в продаже когда-нибудь появятся, и это сделать мне удастся. Я думаю, да, 9,5. Скорее, мне бы подошло бы лучше. Но в целом и размер 9 мне подходит. Какой-то критичный дискомфорт я не ощущаю. В целом все очень неплохо. Единственный момент, что вот в этом месте внутренний шов на руку мне давит крайне заметно. Дайте я даже сниму, посмотрю, в чем дело. Прям вот дискомфорт. Конкретный дискомфорт. Да, смотрите, здесь такое место, я даже не знаю, это брак конкретной пары или так во всех. Вот, собственно, вот это место очень такое, как бы тут прошивка такая, скомкалась ткань. Не знаю, это так везде, но для интереса я посмотрю на другой перчатке. Да, на другой перчатке то же самое. Так что это, видимо, не особенность конкретно той пары, которую я меряю. Так, скорее всего, везде. Некоторый дискомфорт вызывает, но могу сказать, что такие вещи, они очень часто разнашиваются. То есть, когда вы примеряете новые перчатки, вам может быть дискомфортно, но на самом деле через какое-то время проблем никаких с этим может и не быть. Может именно так получится в данной ситуации, но тут уже, как говорится, только эксплуатация покажет. По посадке, но размер не этот впритык, и сидят они прям очень плотно. Также эти перчатки на руках ощущаются прям как конкретно такие толстые. Это, пожалуй, одни из самых толстых найков, которые я мерил. Но если не считать промо-модели, которые по традиции были обычно толще. Да, перчатки очень толстые. В целом все комфортно по посадке, кроме обозначенных мной моментов. Это кончики пальцев и не очень удобная, скажем так, прострочка здесь на ребре ладони. По стрэпу. Стрэп не эластичный, хотя так может показаться изначально. Стрэп совершенно обыкновенный. Длина стрэпа вполне грамотно рассчитана, и на более тонкое запястье он застегнется без проблем. И есть еще запас даже для людей с более широким запястьем, то есть проблем никаких не будет. По надежности липучки, вот честно говоря, не знаю. На мой взгляд, площади соприкосновения с липучкой вот такой вот немножко маловато. И при, скажем так, значительных нагрузках, плюс через какое-то время, когда стрэп у вас немножечко подразносится, наверное, можно предположить, что... Хотя, может быть, я ошибаюсь. В принципе, держится очень плотно. Но вообще, наверное, можно предположить, что он потенциально сможет расстегиваться через какое-то время. Понятно, что перчатки это, конечно, не на год, если их активно использовать. И тут, наверное, требовать какой-то вечной жизни от всяких таких штук не очень правильно. Но, как факт, то, что, собственно, бросается пока мне в глаза, рассказываю вам. По дизайну. Перчатки эти мне крайне симпатичные. Естественно, у них будут постоянно меняться цветовые паки. Но вот данное цветовое решение, серый с черным, с таким, не знаю, розовый это, да, наверное, в принципе, выглядит дорого, выглядит качественно. И такая цветовая схема, можно сказать, по мне. По качеству деталей, как я уже говорил,
говорил, вопросов к Nike обычно нет, и в данной ситуации действительно так. Все эти аппликации, какие-то нанесения там рисунков, все сделано очень-очень хорошо, все выглядит реально дорого, но, конечно, цена этих перчаток тоже немалая. Но как факт, все здорово, никакого отторжения это как бы не вызывает. Держишь в руках качественный продукт, все очень-очень-очень симпатично. На самом деле, несмотря на то, что продукт этот позиционируется как достаточно инновационный, я радикально ничего здесь такого не вижу. Супер нового. В принципе, ничем эти перчатки не ушли от обычного какого-нибудь там Vapor Grip, правда, скроем негатив, да. В принципе, по сути, то же самое. То есть бэкхенд заменили на тканевый вместо латексного. По ощущениям не поменялось ничего. По картинкам, когда я изначально это видел в интернете, мне казалось, что это будет похоже на такие вот современные невесомые перчатки, которые ощущаются на руке, как обычные, прям, не знаю, зимние такие, да, шерстяные, которые прям не чувствуешь. Здесь такого нет. И я бы сказал, что мне это по посадке напомнило, это Adidas Predator прошлых поколений. Наверное, там 2-3-летней давности, грубо говоря, сидят на руках очень-очень похоже. Там примерно схема была такая же. Тканевый бэкхенд из достаточно плотной ткани и крой негатив. Такие перчатки достаточно в обтяжку, но при этом не совсем прям тоненькие и больше похожие по своей схеме на классические. Вот здесь примерно то же самое, только чуть-чуть другой, скажем так, в отличие от Adidas, дизайн бэкхенда. В общем и целом, тут все крайне неплохо. И по моим ощущениям, популярность данной серии перчаток будет несколько выше, чем у перчаток серии Touch Elite, которые, в принципе, но особо-то в массы не пошли. Здесь эти перчатки ближе к классическим, выглядят достаточно симпатично. По цене они, правда, тоже не очень доступны, но для Европы, для других стран, и США и так далее, здесь, конечно, с ценой проблем никакой не будет, и перчатки эти, я думаю, будут достаточно популярны. Рекомендовал бы я данные перчатки к приобретению, ну, такое неоднозначное у меня мнение на самом деле. В принципе, они неплохие, и какого-то минуса я в них не вижу, но цена, и при этом вы не получаете ничего, в общем-то, инновационного. По сути, по ощущениям, все то же самое, что было уже до Nike. Да и вообще эти перчатки мне каким-то образом, на самом деле, напоминают перчатки фирмы Elite, да, вот особенно вот это исполнение манжеты, мне кажется, там очень похоже сделано на перчатках серии типа Neo или Ignis и так далее. Но при этом цена отличается радикально, да и вообще непонятно, будут ли они в России. Такие вот перчаточки, собственно, такая вот новинка от компании Nike, ну хотя бы действительно новинка, и на том уже, как говорится, спасибо. А если у вас есть какие-то вопросы, пишите, звоните, как вас найти. Вы прекрасно знаете, у нас есть и группа ВКонтакте, Инстаграм, ваш любимый YouTube канал. Подписывайтесь, ставьте лайки, это вам не трудно, а нам, как всегда, приятно. Спасибо за просмотр, всем пока.